Сегодня мы расскажем вам необычную историю о том, как два малыша, попавшие в беду в совсем юном возрасте, были спасены и нашли совместное счастье. На телефон спасательной службы «Надежда для лап», работающей в Лос-Анджелесе, поступил звонок от взволнованной женщины. Она рассказала, что в доме ее тети уже третий день раздается мяуканье котенка. Малыш застрял где-то в дымоходе камина, но все усилия хозяев дома не привели к спасению бедолаги. Волонтеры выехали по адресу незамедлительно. Был поздний вечер, но у спасателей маленьких душ не бывает личного времени. Их телефонная линия всегда накалена от просьб о помощи. Хозяева с радостью отнеслись к визиту зоозащитников. Один из волонтеров залез на крышу и попытался снять на камеру внутренность дымохода, но котенка там обнаружено не было. Вероятно, он завис не в трубе, а ниже, уже в стенах самого дома. Людей очень настораживал тот факт, что криков малыша больше не было слышно. Тогда спасатели с разрешения хозяев начали ломать гипсокартонную стену в гостиной. Сначала отверстие было небольшим, но потом пришлось расширить его так, чтобы мужчина смог засунуть туда руку вместе с головой. Наконец он нащупал маленькое тельце, но оно уже не двигалось. Неужели все было напрасно? Но нет, Кроха вдруг поднял голову и слабо запищал. Тогда его быстро вынесли на кухню, напоили водой с сахаром и повезли к ветеринару. Время подбиралось к 3 часам ночи, но врач, предупрежденный по телефону, уже ждал своего пациента. Общими усилиями Рыжика стали вытягивать с того света. Первый день он был совсем слаб и только отлеживался после пережитого стресса. На второй день он стал подымать голову. Дальше — больше. Котенок уже с интересом ждал своих посетителей, хотя его тельце было обмотано кучей медицинских примочек. Но молодые силы помогли Крохе Крикету, так его назвали спасители, быстро вернуть силы и стать активным маленьким сорванцом. В приюте «Надежда для лап» Рыжик подружился с братцем Наполеоном, котенком, которого зоозащитники нашли на оживленном шоссе. И если Крикета уронила в дымоход неосторожная мама-кошка, то Наполеон наверняка пострадал от рук человека. Да и потом он еще долго сидел у дороги, где мимо мчались потоки безразличных машин. И лишь через несколько часов одна женщина набрала номер зоозащитного общества. Маленький Наполеон выглядел жалко. Тельце Крохи покрывали десятки насекомых, так что отмывали его очень тщательно. Наполеон, кстати, этого не понял и не оценил. Глаза мальчишки были залеплены гноем, пришлось их лечить несколько дней. Но юркий малыш тоже очень быстро пришел в себя. За рыжего котенка все время переживала Мелани Гомес, та самая племянница, которая попросила помощи спасателей от имени тети. Вместе с мужем они приехали в приют проведать своего протеже и увидели, насколько тот весело играет вдвоем с Наполеоном. Пара приняла замечательное решение забрать обоих животных к себе домой. Теперь их жилище оглашают воинственные мявы двух братцев, которые постоянно меряются силами. Кстати, малышей теперь зовут Тен и Смоки. Мы очень рады, что два милых мальчика наконец обрели надежное пристанище. С такими не соскучишься. Да и в доме с котами, согласитесь, как-то теплее.